Панама, а слева находится вилла Венеция в более помпезном стиле. Он просторный, довольно простой, но просторный. Здесь есть стол, двухместная кровать, такой телевизор, шкаф со сейфом, 4 вешалки. Здесь тоже. Знакомиться с содержимым мини-бара, но здесь не Турция, здесь не все включено, вернее ничего не включено, но здесь есть вот пепси-кола, потом пиво Хайнекен, стоит, вот, кстати, есть такой прайс-лист, 45 гривен за маленькую бутылочку. Вот, Джеймсон 100 гривен за штуку маленькую, Арарат 95 и Абсолют 65. Водка Абсолют. Похоже, повидало еще президентство Кучмы. Оу. Ну, кто хочет и спешит, может всегда в отеле воспользоваться такими напитками. Тапочки есть как раз в ванной. Фен, тапочки, телефон зачем-то. И халат. Открывается вид на район Аркадии, улица Каминина. Выходит на эту довольно оживленную улицу, где постоянно пробки. Это минус номера, конечно. Довольно шумно. Довольно длинный балкон, но узкий, с таким видом. Вот, в принципе, это стандартный номер виллы Панама. Стандарт такого среднего размера, в принципе, нормального. Ну, довольно простой номер. Напоминаю, это вилла Панама. Рядом с ней находится вилла Венеция на улице Каминина. Довольно шумная улица. Здесь одна из основных пешеходных и транспортных артерий, несмотря на то, что она довольно узкая. Вот. В принципе, это видно даже сейчас. Халат есть, но он один. Да, им звонит. Как звонить, она сказала? Через ноль. В том, что вид окна в окна местным жителям. Вот прямо видно, как они сидят в дворике, играют в нарды. И еще прикол в том, что если вот так вот закрыта дверь, то ничего не слышно. А вот если ее открыть,
Сразу все звуки прекрасно слышны с улицы, то есть на балконе особо не порелаксируешь. Все люди как раз направляются на пляж по этой основной артерии. Каманина, район Аркадии, повторяю. Вот, довольно шумно. И вот так можно избавляться от этих звуков. Ну что ж, нам обещали номер с видом на бассейн во внутренний двор, а дали с видом на шумную улицу и соседние двора. Ну, соседние дворы будем менять, будем идти разговаривать. Да, я специально позвонила уточнить, мне сказали, что не будет вида на море, будет вид на бассейн. Но вид на бассейн это имеется в виду не на море одновременно, поэтому другая категория, да? Это двор. Поэтому, к сожалению, а двухместный это 3200. Вот, с завтрашнего дня он это свободен. завтрашнего, Да, сегодня да, сегодня нет. Да. Ну просто ничего страшного, вы бы пожили сутки в этом номере, мы бы вас переселили. Но просто цена такая, как бы, если вам подходит, я ничего против не Ну имею. да. На террасе. Стол у всех на балконе один, только один. Берите с номера стол, без проблем, пожалуйста, отдыхайте. Халаты сейчас все сушится, как говорится. Полотенец у вас на двоих или на одного? 4 должно быть. Там Два 3 больших. полотенца, одно большое, Да, одного большого. не одного хватает. большого не Я была в хватает, этом и номере, да. одного халата. Вот. Поэтому мы принесем, только высохнет, сразу принесем и без запроса. И в итоге ситуация с этим отелем такая, что здесь вид в этих номерах стандарт на дорогу, а номера с видом на бассейн, они же номера повышенного уровня стоимости, поскольку они же и номера с видом на море. Но есть одно существенное отличие. Да, с видом на улицу видно, что балкон с такими открытыми колоннами, а там полностью бетоном закрытый балкон. То есть такого вида открытого не будет в номерах с видом на море и на бассейн. А здесь есть. И это большой плюс тоже. Поэтому сами решайте, нужно ли при такой ситуации доплачивать и переезжать с видом на море. Персонал довольно доброжелательный в этом отеле, и нам предложили сменить этот номер с доплатой. Мы посмотрели и пока не уверены, как принять решение, поскольку не уверен, что мы хотим отдыхать в номере с закрытым бетонным балконом. Каждый решает, что ему подходится. Полочки грязные. А это что это за пятна? А это жесть. только что как будто вымазал кто-то. Ну да, не меняли. Да. Но вот недостающий комплект обещали добавить. Вот. Но наволочки-то, конечно, могли проверить. Вон, Вот дырки. это жесть. Вот. Это все надо менять. Я вообще не понимаю, что это за бред. Порванная постель. Я такого еще не Ну, я видел. понимаю, что это не 5 звезд, но елы-палы. Ну да. Вот вон дырки в белье.
Везде здесь желтые пятна. Просто везде на простыни. Везде желтые, желтыми пятнами, так же как и наволочки. Поэтому это все менять должны. В результате я решил загуглить, нормально ли это, когда в трехзвездочном отеле порванное белье и следы нечистот на наволочках. Оказалось, что это ненормально, поэтому я решил об этом заявить администрации отеля. Это первое. Второе, да, нам вежливо предложили такую опцию, как переселение в номер с видом на бассейн и море, с доплатой приличной за 2 суток, это порядка $50. Вот. Но проблема в том, что, во-первых, там бетонное заграждение на балконе, и это портит вид, и во-вторых, там огромный новострой, я не уверен, что будет вид. И когда мы попросили нам предоставить возможность ознакомиться с содержанием этого номера, нам сказали, что это невозможно, поскольку там находятся вещи других жильцов, и, соответственно, нужно просто заплатить и купить таким образом кота в мешке. Поэтому я сейчас звоню. Первое, мне нужно отменить наши планы относительно переселения, поскольку я не хочу покупать кота в мешке. И второе, это попросить заменить белье, чтобы хотя бы в этом номере нам обеспечили надлежащие условия. Буду это делать онлайн прямо сейчас. Здравствуйте, вам звонят из номера 21. Мы, пожалуй, воздержимся относительно переселения, поскольку все-таки хотели бы увидеть вид, мы не уверены просто, что нам это подойдет. И если это невозможно, то мы, пожалуй, воздержимся от переселения. Да, мы оставимся в 21-м. И второй момент, здесь 2 таких недочета серьезных, наволочки в желтых пятнах и порванное одеяло. Мы хотели попросить вас все-таки заменить их. Простыня, Но это простыня, которая укрывается, да, это... на которой лежал. Да, там такая приличная дырка и какие-то пятна желтые на наволочках, очень смущает. Хорошо, мы туда без 5, без 10:06 выйдем, и она заменит все. Хорошо. Спасибо вам. Не успели. Вы уверены, что халат там свежий? Стирается, да? Хорошо. Тогда пусть добавят, пожалуйста, халат, как мы с вами обсуждали, и то полотенце, да. Все, спасибо. Да, спасибо вам. Да, до свидания, до связи. Во всяком случае, здесь персонал довольно вежливый, несмотря на все недочеты этого отеля и его номера. Извинились и вежливо сказали, что все вопросы решат и все заменят. Кроме номера, разумеется. Номер показать не могут. И поэтому я считаю, что нельзя переселяться в номер, который вы не видели. Потому что вы доплатите нормальную сумму денег. За границей платят такие деньги за то, что вы отдыхаете там 10 суток, а не 2. Поэтому мы готовы были доплатить, но только если мы точно знали бы о качестве, которое мы получим. Мы не знаем, нам отказали в том, чтобы посмотреть, поэтому мы не будем доплачивать и не будем менять номер, к сожалению, хотя очень хотелось бы. В принципе, на данный момент такие